Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на новую серию с нашим Volvo эвакуатором. В предыдущей серии вот на такой стадии мы закончили. Основной каркас здесь сформирован. Сейчас хотелось бы сформировать заднюю часть, но нам мешает этот весь стеллаж, не хватает длины. Поэтому будем убирать этот стеллаж. Мы уже начали потихоньку. Стенку и удлинять гараж. Да. Это была шутка. Нам хотя бы справиться с этим всем вот барахлом. Очень много всего здесь ненужного. Металлолом, столько всего. Будем наводить порядок. Потому что вот других вариантов нет. Ну вот, дорогие друзья, якобы навели порядок. Это все полибельное спалим потом. Туда чуть-чуть перетащили наши все вещи. Ну а здесь теперь можем чуть-чуть работать. Там, возможно, придется тоже немного убрать, но там уже потом. Наша задача порезать на дрова вот это все, что здесь стояло, весь этот верстак. Потом со временем мы здесь построим верстак, подобный этому. Что-то туда переложили, какие-то запчасти, вот там от Volvo. Все кразовское, в общем, туда. Вот потом будем отрезать эту часть рамы, но правильнее нам все-таки немножко поменять положение Volvo, чуть-чуть ее сместить сюда. Вот, и хочу накачать подушки, проверить, насколько высоко они накачиваются, во-первых. Вот, чтобы нам здесь сделать замеры, как делать нам скос. Скос, получается, будет до сюда, вот примерно. Такой у нас будет где-то эвакуатор. Ну, будем смотреть еще, как что будет получаться. Вот, либо 8,5 метров, может быть, даже оставим 8 метров. Посмотрим. Пока что еще не решил до конца. Вот, буду смотреть, как у нас здесь будет хвост этот вилять. Вот, так что продолжаем работать. Бардак, бардаком. Хотелось навести порядок, а получился бардак еще больший. Вот, ну... Сдадим вот это все в металл. Столько вот генераторов у нас там, чистый алюминий. Вот за столько лет накопилось. Все это покупалось, либо ремонтировалось когда-то. Вот такой запас у нас был. Ну и топливные насосы тоже какие-то. Это 2.4 дизель. Мерседесовский. Там в кострике все спалили. Ну и сейчас вот попилим эти дрова. Юра уже заводит пилу. Подъезжаем уже к базе на нашем патролике. Вот уже больше полугода я на нем езжу, хотя казалось, вот прям недавно только купил. Кстати, вот нужно уже делать ТО. Как вы знаете, гаражи наши все заняты проектами. Первым делом я проверил актуальные цены на Автоспот, чтобы понимать вообще, сколько это сейчас стоит. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, цены есть на все авто. И если честно, зайдя на сайт автоспот.ру, я был сильно удивлен, что разница может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы. А это, как вы понимаете, немало. Поэтому, если у вас подходит время пройти очередное ТО, всегда смотрите цены и скидки на автоспот.ру. На этом бесплатном сайте вам лишь нужно выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами. Выбираем лучшее и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Причем тут все предложения от официальных дилеров и от проверенных сервисов. Поэтому с гарантией будет полный порядок. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки были всегда под рукой, можно скачать мобильное приложение Автоспот. К сожалению, обед мой прошел очень быстро. Сейчас переодеваюсь и продолжаю работать. Выложил я первые здесь примерки. Получается, фактически вот такая длина у нас будет хвоста этого скоса. Вот, с учетом этого угла и всего тому подобного,
площадка выходит 8,5 метров. Вот. Там у нас до земли 50, но когда поднимется передняя ось, то это расстояние уменьшится еще сантиметров на 10, надеюсь, 40 будет. Возможно, попробую чуть ниже. Возможно, попробую чуть ниже сделать, но все-таки я бы хотел, конечно же, запустить машину, все это вымерить, а потом уже подгонять рамы. Вот, поэтому, наверное, я сейчас отрежу вот эту часть, так, рамы. Причем хочу делать скос все-таки чуть дальше, друзья. Вот здесь. Во-первых, чтобы эта часть была более пологая. Ну, там 10 сантиметров это не принципиально, но чуть-чуть дальше срежусь, вот, чтобы, ну, меньше был скос. И, соответственно, у нас здесь с рамой тоже, чтобы все получилось. Вот эти две вставки, которые мы будем вставлять, они как раз имеют, видите, утоньшение такое снизу, а сверху плоскость отличная. Поэтому они к нам подходят вот идеально. Можно так сказать. Все, сейчас отпиливаю раму, а потом будем вымеряться, выставляться и пытаться это все сделать ровно. Что с этого выйдет, пока что я не знаю. Но думаю, должно все получиться. Нанес первую разметку. Вот так будет. Здесь дал небольшой угол, потому что эта рама у нас шире чуть-чуть. А здесь будет чуть побольше угол, чтобы у нас сошлись верх и низ. Это тоже нужно будет высчитать. Как высчитать, пока я не знаю, но буду пробовать. Во всяком случае, сейчас мне вот эта часть мешает этого сделать. Вот, так что сейчас отпиливаю здесь. Потом нанесу разметку на ту сторону. Сейчас хочу посмотреть, будет ли мне удобно пилить, прежде чем наносить туда разметку. Если будет удобно пилить, то по этим же размерам перенесу и туда. У нас расстояние померил, все здесь относительно симметрично. И эта часть стоит, фаркоп, все нормально. Пилим. Все, отлично. Низ не пропилен. Сейчас то же самое делаю с противоположной стороны. Вот и все. Сделали легенькое обрезание нашей вольвочки. Теперь она короткобазная. Запустил Вольву, накатывает воздух, но дымит она просто страшно, это ужас. Вот так вот. Труба моя не помогает по той простой причине, что есть дырки и через дырки прет. В общем, выхлоп тоже нужно будет немножко подшаманить. Ну, наша задача сейчас накачался, чтобы воздух. И после этого мы ее чуть-чуть сместим и поэкспериментируем с высотой, нужной нам для хвоста. Так, пытаюсь я подгонять, ребятки. В общем, приварил вот этот швеллер. Ну, прихватил, скажем так. Здесь выставил примерно в рабочее положение. Уже даже оно опустилось чуть ниже, не могу добиться. Подушки наши гуляют. Однозначно буду переделывать на механическую систему.
это уже решено, потому что, ну, не работает корректно. Перепускают клапана между собой, то есть задние, переключаешь на передние подушки, А ты сделай. А что я сделаю? Да и все. поднимаются задние вместе с передними. В общем, такое. Происходит абы что. И в один прекрасный момент эта система подведет. Поэтому нужно сделать на механику, и другого варианта я не вижу. Только надо переделывать на механику, потому что эта система корректно работать не будет. Так, зад у нас уже приопустился. Сейчас буду замерять. В принципе, вот такая конструкция получается. Здесь у нас до, скажем так, низа где-то порядка 45 сантиметров, то есть, ну, дорожный просвет. Примерно это уже этот угол, примерно. Вот, возможно, я чуть-чуть приподнимусь, чтобы, знаете, где-то на подъемах не цепляться хвостом этим. В то же время хочется какой-то баланс, чтобы было удобно загружаться. То есть сейчас вот я перед поднял практически почти на максимум, а низ еще вот он только опускается, видите? То есть вот у нас будет, ну, почти уже, еще буквально там сантиметр, наверное, почти будет погрузочная высота. Здесь еще сверху будет профиль 60. Того у нас вот будет порядка 50 где-то. Ну, даже чуть меньше. 46, вот, да. 46 будет у нас где-то погрузочные вот эти трапики. Нам нужно будет делать. Но мне кажется, это нормуль прям, 46. Но это небольшая высота. Что такое 46, 2 по 20? При таком условии у нас получается заезд легковой машины даже возможен с клиренсом порядка 12,5 сантиметров. Вот эта доска, при условии, что расстояние между колесами у нас 2,70. Ну, вот так получается, примерно вымерял я. Ёрзал зад-вперед, перегнал, получилось, все хорошо. Теперь сзади у нас пространство гораздо больше для маневров. Вот, сами можете наблюдать. Туда ее сдвинул на метр машину, и теперь у нас здесь нормальное место, чтобы работать. И самое главное, вот этот край, теперь он будет выходить сюда, и все будет четко. Первый кусок рамы я уже подготовил, зарезал как надо, торцанул ее, зачистил, и сейчас попробую прихватить, посмотреть, что как получится у нас, и сразу станет понятно, на какой мы стадии попандоса.
Ну вот, друзья, и приварен наш хвостик. Первый хвостик. Машина сейчас находится в транспортном положении. Как раз еще чуть-чуть перед поднимется, и этот хвостик опустится. Здесь клиренса, я считаю, предостаточно. Предостаточно. Вот, потом, допустим, мы можем здесь полностью опустить подушки, задрать морду, и у нас будет порядка 40 сантиметров, может быть даже 30. Ну, совсем небольшой заезд. Мне кажется, такая конструкция оптимальна. Завтра мы продолжим. К нам, наверное, присоединится Юра, если его не заберут в рейс. И продолжим уже с ним дальше идти нашу всю эту площадку. Но потихоньку, я думаю, сделаем. Главное здесь не спешить, аккуратненько, не спеша все делать. Продолжаем заниматься нашим эвакуатором. Приварили второй хвост, ну, точнее, прихватили. Сейчас подкладываем вот такую вот ленту транспортерную под весь наш надрамник. Но решение достаточно спорное. Кто-то говорит ложить, кто-то нет. Но она есть, поэтому решили положить. Вот, может быть, все-таки это более правильное решение. Вот, сейчас ее задвигаем и будем примерять вот эту часть нашего эвакуатора. Небольшой промежуточный этап. Ну, вот в таком виде я представляю этот наш эвакуатор. Задняя часть — это поперечка, как обычно. Пятерка стенка и профиль маленький. Швеллер П-образный. На него будет вот таким же ответным образом становиться сюда аппарели. Вот цепляться, то есть можно ставить будет на разную ширину. Останется здесь только снизу что-то приварить, как-то придумать. Но тоже хотелось бы поперечку такую, чтобы здесь была крепкая конструкция. Здесь же сейчас наша задача соединить вот эти края. Я там уже отторцевал, можете видеть профиль. Он тоже согнулся бананом после распила. Я не понимаю почему. Неужели настолько он нежный? И как только мы закроем вот этот квадрат, вот здесь, мы сразу же сможем вставлять наши палки поперечке. Вот здесь уже Юра нанес маркировку. Достаточно часто, каждые 12 сантиметров где-то здесь будут перемычки идти у нас. Именно на вот этом участке, который максимально нагружен будет у нас. Вот, потому что этот перекат, он всегда максимально нагружен. Но у нас резкого переката нету, поэтому и нагрузка будет распределяться более плавно. В целом, я думаю, конструкция будет более-менее. А там что у нас за дым идет? Ё-моё. Вот, так что сейчас съездим на обед и после обеда продолжим уже здесь подгонять все. Посмотри вот сюда, как ее ставить. Ну 4 миллиметра делай, чуть меньше. Но мне надо вывернуть ее вот так. Выворачивай, потом здесь подвернем. Все. Стартуй.
Продолжаем мы заниматься стралом. И уже вот Юра сейчас прикручивает новую перемычку, изготавливаем ее. Основу взяли старую. Сейчас вот зажимает. Также изготовили еще одну перемычку, которую будем использовать для упора. Хотим сделать упор вот оттуда до той части рамы, до нашей второй. И таким образом у нас будет все усилено. Перемычка раз, перемычка два. Ну и все потом, когда снимем площадку, все еще обварим, усилим. Должно бы держаться. Но пока что непонятно, вот что еще с трапами будем делать, как здесь это, что нам правильно организовать. Но с большего такое понимание есть. Вот, то есть, ну, продолжаем работать. Все это происходит очень медленно, нудно. И не все понимаешь, как должно выглядеть. Вот поэтому сложно. То есть сидишь, думаешь долго. Ну, сейчас, в принципе, с большего уже картина нарисована. Перемычку сделали здесь мощную, с оригинальными креплениями зиломановскими. Вот, и сейчас будем подгонять сюда планки две. Потихоньку подгоняем планки сюда. Вот они уже готовы, две. Юра их готовит, а я же готовлю ромбы, чтобы вварить в нашу раму. Такие своеобразные усилители. Вот сначала проварим, а потом еще наверх сделаем ромбики. Вот нанес разметку. Металл здесь, наверное, 8. Вот, то есть то, что надо. Такой толстенький. 2 ромбика готовы. И сейчас их будем примерно прикидывать. Вот так. По-моему, то, что надо. Обе усиливающие перемычки я вварил. Также обварил нашу траверсу. С этой стороны, с этой. Сразу стало все жестко. Сразу конструкция приобретает жесткость. Вот. Следующий этап — это ромбы, рама. И будем уже закрывать эту часть. Вот такой план. По покраске, наверное, когда снимем нашу площадку, то тогда уже будем что-то тут думать, красить как-то это. Потому что погода сейчас прям вообще не располагает к тому, чтобы красить что-то. Но ничего страшного, разберемся тут, если что, потом покрасим. Ну, так потихоньку продвигаемся. И, в принципе, ну, вот радует, что идет движуха, что мы знаем, как, что делать, и уже примерно видим всю картину. Примерно, очень примерно. Потому что нужно еще ящики сделать, нужно придумать крепление лебедки, нужно сделать переднюю защитную рамку для кабины. А также нужно будет что-то думать с заездными трапами. Тоже здесь какие-то площадки делать. Ну, одним словом, работы еще, естественно, много, но потихоньку продвигаемся, и это самое главное. Прихватили уже наши ромбы усиливающие, рама вся проварена по кругу. Вот так варит профессионал таким швом, видите? 20 лет сварщиком на заводе прошли недаром. Там грузим металлолом, Даня помогает. Ну и потихоньку сейчас обварим здесь ромбики и будем собирать площадку. Задняя часть рамы будет уже усиленная, крепкая, и можно смело все это собирать. Разложили мы все наши палки и сейчас потихоньку прихватываем. Ту сторону уже прихватили. Сейчас здесь выставимся все. По ровности вроде бы все красиво. Эта сторона, во всяком случае, вообще получилась хорошо. Ну а там, возможно, будут нюансы. Отлично, Юра говорит там. Но я с ним не согласен. Там немножко не совсем. Ну, сейчас прихватим здесь, потом покажу вам. Два я им очки одену. Одевайте очки. А сам как? А сам выключу сварку.
Мы уже приступили к изготовлению вот направляющих для опорных лап, которые будем устанавливать в задней части. Потому что коснулся вопрос зашивать заднюю часть, а мы не готовы с лапами. Поэтому делаем лапы. Вот такого плана будут лапы. Мощный металл, не забывайте об этом. Ну и надеюсь, будет работать. Так что наша сейчас задача изготовить таких вот 2 направляющих и их вварить в заднюю часть. Этим мы сейчас и будем заниматься. Вот в этой части они будут установлены. Вот так будут сюда выдвигаться и фиксироваться стопорами. Будут съемные. То есть снял лапу и положил в бардачок, чтобы они нам не мешали на загрузке, на выгрузке. Ну вот такая конструкция была нами придумана. Не знаю, откидная лапа мы тоже думали, но такое себе, что-то она будет постоянно болтаться, мешать вылазить. То есть важно, чтобы лапа все-таки была телескопическая, ее всегда удобнее выдвигать, нежели чем просто откидная. Да и в изготовлении эта лапа попроще. Вот 2 уголка 75 и 60 на 60 квадрат. Все это сделал, осталось только просверлить отверстие для шплинта. И надежная будет конструкция, мне кажется. Друзья, вы знали, что тюменский бренд электроники Case Guru всерьез занялся здоровьем россиян? Сначала создал пылесосы для поддержания стерильной медицинской чистоты и уничтожения бактерий. Затем Case Guru выпустил инновационные ирригаторы-аллигаторы и щетки, которые экономят по 50 тысяч рублей в год на стоматологах. Во рту 500 видов бактерий, приводящих к проблемам с ЖКТ и сердцем. Тюменские ирригаторы и щетки снижают риски серьезных заболеваний. Корпуса тюменских ирригаторов сделаны из пластика, который используется в конструкциях легких батискафов. Он рассчитан на десятилетия контакта с водой, не ломается и не пропускает влагу. Ирригатор Alligator S размером со смартфон и мощностью стационарного. Работает 2 месяца без зарядки при ежедневном использовании. Удобно брать в кафе и поездки. Ирригатор Alligator M держит заряд 3 месяца при ежедневном использовании. Можно брать с собой куда угодно. Помещается в карман рюкзака или дорожной сумки. Детская щетка Case Guru Зубополис абсолютно безопасна. Сделана из гипоаллергенных материалов, как у детских пустышек. А специальные щетинки предотвращают размножение бактерий. Зубополис с таймером чистки помогает приучать детей к правильной гигиене. Когда дети вырастут, они будут реже обращаться к стоматологам. Сканируйте QR-код или переходите в описание, там ссылка на ирригаторы-аллигаторы по разумной цене, а также промокод GUST25 на скидку до 500 рублей. Они трубы разные. Входит и выходит. А так. Входит и выходит. Замечательно выходит. И входит. Замечательно выходит. И выходит, и входит. Криво отрезано. Криво отрезано кем? Ну, Дима тут пилил криво. Я вон там отпиливал, там ровно. Ну, а тут криво. А тут, посмотри, видишь, криво. Ну-ка, Дима, иди сюда, допиливай. Ровно. Мучаемся потом. Так, а что ж ты не садишься теперь до конца? Так, еще эту надо подрезать. А, видишь, вон она заводская. Видишь, заводская и косая еще. Что? Ну, рез заводской и косой, и мне не улазит теперь. Неважно, подшлифуется, потешится. Подпилится, подтешится. Тоже не влазит туда.
Вылазит? Ниже опускается? Не. Что тут дырка, а там, видишь? Ну тут надо будет так где-нибудь. Ну, понял? Ну я здесь... Идеально. Друзья, у нас обед. Юра уже устал варить этот эвакуатор, сил нету. Но мы не сдаемся. Эксклюзивнейший обед у нас на капоте инвалидки. Наверное, такого обеда вряд ли уже у кого будет. Все по классике, да, Юр? Все, жарим колбаску и обедаем. Выставляем уже лапы. Тоже, казалось бы, такая простая проблема, скажем так, но нужно правильно рассчитать угол, потому что потом машина, когда поднимется перед, тоже изменится угол лап. И, ну, нюансы. То есть чуть-чуть завалили сюда направляющую лап, чтобы, когда машина поднимется перед, она стала вертикально ровно. Вот, сейчас сделаем тоже вторую эту лапу, прихватим. И Юра будет обваривать все. Процесс у нас движется медленно, но уверенно. Задняя часть вся обварена, и сейчас мы уже приступили к изготовлению кронштейнов, которые будут крепить нашу площадку. Там спереди уже установлены два, справа и слева. Ну и вот Юра готовит очередной. Процесс очень долгий, все подгоняешь, но это нужно сделать, потому что прежде чем обваривать всю конструкцию, ее нужно жестко прижать к раме, чтобы она лежала идеально ровно. И потом уже обварить все наши недостающие стыки, потому что вот здесь где-то не проварено, много еще нюансов. Вот. Ну, самое главное, что процесс не стоит, работаем. Ну вот, 4 первые притяжные кронштейны готовы. С этой стороны 2 примерно здесь по центру между осями, и там 2 в самом начале. В этой же части будут кронштейны обычные, вот такого плана, простая пластина будет. Вот, ну так решили, где-то будет всего по всей длине 1, 2, 3, 4, 5, 6 креплений на каждой стороне. То есть я считаю, это прям предостаточно. Но это важно, потому что закрепить нужно очень хорошо. Когда заезжать сзади будет машина какая-то, то перед будет пытаться всегда подняться вверх. Поэтому это крепление очень важное. Потихоньку продвигаемся дальше. Юра сейчас закручивает с той стороны наши болтики. С этой стороны уже установили кронштейн, его проварили. Прорезаем плазморезом отверстия, работает все четко, получается все пробить нормально. Можно таким способом делать, вопросов нету. Так, и будем продолжать дальше доустанавливать эти кронштейны, после чего начнем, наверное, уже примерять металл, но придется еще с кронштейнами повозиться. Примерно вот так выглядит эта вся сборка. Потихоньку, помаленьку, не спеша. Самое главное, не спеша. И все получается. И все работает. По-моему, супер. Я еще только иду в гараж, а Юра уже вовсю работает. На улице еще сумерки, но движуха уже полным ходом.
Приступили мы уже к подмерке и укладке металла. Металл на прихватках, чтобы на всякий случай можно было что-то поменять. Вот, а также уже начали делать и арки. Вот так выглядят они. Сейчас покажем, как их изготавливаем. Сначала черчу макет. Угольник. Да, угольник вам понадобится для этого. Ну, как раз здесь угольник не нужен. Вот такие вырезаем два макета. Вот, один Юра останавливает, сейчас второй. И потом по этим макетам с помощью вот того удлинителя выгибаем саму арку. Очень тяжело, но как бы выгибается. То есть мы вообще переживали, как это делать. Ну, вроде все получается. Но сейчас я вам покажу еще поподробнее, как это выглядит. Угу. И точно так же сейчас приварим вторую. Давай тот угол попробуем. Давай, попробуй. О. Что это? Ну, соскучило чуть-чуть. Давай там центр прихвачу. Не-не-не. Давай. О. Давай тут подвалю. Давай. Оно не прижало. Ну вот такая арка у нас вышла, вторая. Сейчас, сегодня мы уже не успеем сделать еще две, но уже, видите, большая работа. Согнуть это переживали, как сделать, но повозиться надо, но реально. Ну, они изначально были так задуманы у нас. Да, поэтому нормально все. Мне кажется, красиво. Выступают они на 7 сантиметров всего лишь. Они даже будут незаметны особо так на общем фоне. Как обычно, неожиданно закончилась проволока. И огромное спасибо нашему зрителю, который приезжал к нам в гости. Я, правда, не помню кто, но привез нам 2 катушки проволоки. Огромное вам спасибо. Как чувствовал, что нам понадобится. И вот, вы знаете, выручает. То есть, допустим, я уже знаю, что у нас нету, я докуплю. А так вот, бывает, закончилось и все, ничего не можешь дальше делать. Вот, это уже вторая бухта с половиной. То есть, 1,5 бухты мы уже использовали. Это вот еще одна. И, вы знаете, так, ну, быстро уходит. Но мы уже фактически-то обварили, так. Нам еще только снизу проварить эти швы все, но где-то 2/3, наверное, может чуть-чуть меньше, уже проварено. Ну, хотя еще металл весь варить. Ой, нет, что я говорю. Наверное, еще много. Я думаю, еще пару бухт обязательно нужно будет купить. Они здесь разойдутся прям легко. Все, сейчас попробуем подвариться. Буду вырезать следующие эти конуса полумесяцы туда, на те арки. Ну и завтра уже продолжим согибать. Друзья, не могу не похвастаться вот таким подгоном. Книга ГАЗ-53. Обалденнейшая, с иллюстрациями. Прикиньте. Просто топ. Огромное спасибо Семенову Дмитрию за то, что прислал нам такой подарочек. Также прислал нам тучу всяких стяжных хомутов. Вот такие вот редчайшие вещи, которые нужны постоянно. Замок новенький, СССРовский. Жалко без вот этой барашки, блин. Ну, тем не менее. И вот такие приборчики, переключатели. А также книжку по МАЗу. Еще одну книгу по двигателям. Вот, 238, 2 книги по двигателям. В общем, огромное Дмитрию спасибо. Также спасибо еще нашему зрителю Александру, который прислал нам книгу по крану. Ее я покажу чуть позже. Огромное всем нашим подписчикам спасибо и благодарность от канала Custom Truck. Мама! Это, конечно, трындец. О!
Ну, главное, давление пошло потихоньку. Зарядки пока еще нету. Ой, зарядка пошла. О, металл гремит. Все, качаем воздух и будем пробовать ее выгонять. Все. У Вольвы тоже уходит солярка. Если стоит месяц, она вот уже стоит. Я пойду, наверное, подкачаю. Да. Все, не буду ее. Конечно. Стоит она где-то недели 3. Поэтому тоже. Ну, сейчас подкачает Юра. Запустится она, без вопросов запускается. Ежики в тумане. Выгнали Вольву. Сейчас хотим накачать колеса передние и выставиться, чтобы нам понимать уровень нашей высоты, которая нам необходима. Потому что не на накачанных колесах мы точно не узнаем, как у нас где там будет задняя часть эвакуатора. Друзья, забыл я про вас. Сейчас вот мы будем уже загонять и изготовили примерный вариант трапа. Вот, заездного. Он у нас 1,25 м, по-моему, получился. Будет сюда одеваться. Вот, мы здесь просто экспериментируем с подушками. Система моя не работает. Нужно все переделывать на механику, потому что четкости нету в работе подушек. Поэтому буду переделывать. Ну, сейчас вот Юра опускает. При полностью поднятом заду и поднятом переде, то, ну, уклон получается небольшой. То есть вот такой длины аппарелей нам достаточно. Примерно уже прикинули тоже здесь углы под усилитель. Вот там, видите, вварили. Ну, направляющая будет для трапов. В общем, немножко работы проделали. Но сейчас загоняем обратно и будем работать дальше. Ежик в тумане. Друзья, ну смотрите, на каком мы результате закончили нашу работу сегодняшнюю. Мало вам снимал, конечно, но снимать интересного ничего. То есть мы все время пилим, все время варим, все время только лишь искры и ничего интересного. Но тем не менее, трапик первый подготовили, вот такой. Будет он с зацепом. И 1,30 м зарезанный в конце. Вот, также чуть-чуть здесь попытались, ну, листы уже замерили, все хорошо. Прикинули здесь конструкцию тоже этого усилителя и одновременно, ну, скажем так, такой декоративной тоже защиты. Ну, красиво будет смотреться. Сюда тоже еще варим, либо здесь параллельно стоечку. Также здесь будут трапики наши прятаться в начале. Вот, в этой части все зашьем. Здесь тоже сделаем подбрызговик и ящик. Вот, по той стороне пока непонятно. Прикидывали тоже здесь по лебедке. Лебедку будем устанавливать на две продольные, вот такие вот, два продольных профиля. Вот, они толстостенные, очень мощные. Ну, потихоньку движемся. Но, конечно, я думал, что будет быстрее, но и страшного здесь ничего нет. Страшного ничего нету. Потихоньку, потихоньку. Главное все это видеть, как ты хочешь. Сюда тоже замерили стойку. 1,60 м будет в высоту. Это примерно вот до сюда. И чуть-чуть наклонено будет так в виде трапеции такой. Ну и здесь зашьем тоже металлом раскосину эту. Вот так будет идти. Поняли? Надеюсь. Ну, арки, я вам хочу сказать, вообще классно получились. Симметричные, аккуратненькие, ровненькие. Все проварим, все сделаем, будет огонь. Вот, вставочки эти все зашьем. Но этим уже всем мы будем заниматься в следующей серии. Когда она выйдет, пока не знаю. Здесь непонятка будет, вот, что выйдет первое. Но, тем не менее, скоро-скоро будет. Юра будет заниматься в ближайшее время вот этим всем процессом. Так что не переключайтесь и обязательно подписывайтесь на наш канал. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.